Львы, спинки ровно, на трон посадили себя, корону поправили. И счастья вам! Счастье! Месяц необычный. Давно такого месяца у вас не было. Июнь. Давно. Транзиты. Транзиты идут к вам идут транзиты. Чудесные транзиты, которые отвечают за взаимоотношения, за здоровую, хорошую, красивую энергию, за романтику, за любовь. И все подробно сейчас рассмотрим. Но забегу вперед, скажу, что в конце месяца к вам приходит Венера, которая тоже ждет. Обожает Венера быть во Льве. Ну, потому что ее здесь видно. Она о себе заявляет. Она именно королевишна здесь. Корону эту видно. Вот эта Венера, это вам принесет эту корону. Вот по-настоящему. И, конечно, появляется у вас Марс. Тоже делает транзит к вам. Огонь идет в огонь. Марс тут тоже заявляет о себе. Ну, все по порядку. Все по порядку. Смотрим. Начнем с солнышка. Солнышко сделает трин с Сатурном. Этот трин с Сатурном — это гармоничный очень аспект. И Солнце — это вы. Солнце — это ваше. То есть Солнце — это всегда я. Луна — это какой? А Солнце — это я. Кто я? То есть я заявляю о себе, это я. Вот это солнышко, которое всегда о себе заявляет, вот так по природе вы рождены, вы о себе заявляете. Вас видно. Как бы ни было, где бы ни было, что бы на небе не было, но если откуда-то где-то появляется солнышко, сразу светло, сразу видно, заметно. Если долго нет солнца, его заметно, грустно становится. Поэтому вы — это праздник, вы — это радость, вы — это освещает, озаряет, направляет. Ночью ничего не видишь, днем появилось солнце, ты начинаешь смотреть, ты начинаешь все видеть. Вот ваша функция. Почему вы себя так несете, почему вы себя так чувствуете? Солнце. Так вот, ваше солнышко, оно авторитетно, оно значимо, делает чудесный трин, то есть гармоничный аспект, делает к такому же Сатурну, который всегда о себе заявляет, который всегда, мало того, что заявляет, еще учит и спрашивает, как ты этому научился, ну-ка докажи, ну-ка покажи. Вот они делают такой гармоничный аспект. И солнышку от этого очень хорошо. И Сатурну здесь прекрасно. То есть они в договорной позиции. Поэтому, конечно, откуда-то вышестоящие инстанции, которые, например, у вас, это может быть на работе ваша какая-то организация, которая стоит над вами, это вполне могут быть преподаватели, у которых вы учитесь, то есть какие-то вышестоящие ответственные государственные службы, которые дают вам поддержку, которые дают вам ответ на какой-то вопрос. Запрос вы делали, подавали куда-то документы, сдавали какие-то экзамены, на визу подавали, на рассмотрение своего какого-то дела подавали. Вы получаете поддержку, вы получаете ответ. И этот ответ от того, что вот такой гармоничный аспект вас вполне устраивает. Да, львы по своей природной структуре рождения, вот по природе своей рождения, львы добираются до определенной вершины, на которую каждый себя лев выставляет, добирается. Но вы всегда добираетесь через терни, но к звездам. Вы до них добираетесь, но определенные проходите этапы своей жизни, потому что Солнце — это всегда такой спрос с тебя. Жизнь с тебя спрашивает. Она тебя не тестирует, как это делается в Козероге Сатурн. Учит тебя, наказывает тебя, чтобы ты научился. Нет, Солнце себя ведет по-другому. Оно тебе дает возможность проживания. И опыт ты набираешься сам. Тебе эти тесты ты себе устраиваешь сам.
Там, где можно легче, там, где можно попроще, там, где можно что-то обойти, львы идут прямо к своей вершине. Поэтому ваш путь такой через терни, но к звездам, не останавливаясь. Так вот, смотрите, вот этот трин, который будет делать ваше Солнце к Сатурну, это такое хорошее взаимодействие. Туда, куда вы поднимались, вы вполне можете там оказаться, куда вы поднимались, к какой цели вы шли. И здесь очень благополучный этот аспект вам об этом напоминает, об этом вам говорит. Вы к своей цели подбираетесь или уже подобрались. Но, как правило, у вас не бывает одна цель, у вас их несколько, поэтому одну или вторую или третью вы уже покорили. Дальше Венера. Она еще находится в Раке, но 27-го перейдет к вам, попозже о ней поговорим. Пока Венера находится в Раке, и 2 числа тоже Венера делает трин. Она появляется в Раке и тут же делает трин, то есть гармоничный аспект делает с Юпитером. Ну, смотрите, малое счастье делает трин, то есть гармоничный аспект к большому счастью. Тоже очень давно такого у вас не было. Но здесь этот аспект вас приводит в очень хорошее душевное равновесие. Это философия, это духовность, это познание чего-то, это психология. Вы захотите во всем этом находиться, во всем этом разбираться. Назрело для того, чтобы добраться к вершинам, а вы к ним подбираетесь всегда. Для того, чтобы добраться, вы проходите очень путь такой. Вот и сейчас период, когда, пройдя этот путь, вам нужно какая-то философию жизни себе сделать. Что-то так интимно к самому себе, в самом себе разобраться. Как я шел этот путь, как я иду этот путь. А немного ли я на себя взял? А сколько я еще смогу выдержать? А смогу ли я это? А нужно ли мне это? Вот столько много философии вот в этом аспекте, и вы в ней будете разбираться. Вам настолько гармонично выстраивается этот аспект, что вы всему абсолютно дадите ответ сами. Вам попадутся статьи, вам попадутся ролики на YouTube, вам попадутся литература определенная. Сами свои какие-то придете к каким-то выводам, но вы захотите определенной атмосферы для себя, чтобы во всем разобраться в философии своей жизни, потому что путь, который вы идете, он тернист. И вам захочется разобраться, насколько я еще тяну, чтобы подниматься выше и выше. Аспект очень гармоничный. Дальше, 5-6 числа Марс. Марс еще находится в Раке, но уже подбирается к вам, уже на выходе, потому что 11 числа зайдет к вам, тоже поговорим сейчас попозже. А пока 5-6 числа Марс сделает резкий конфликт с Плутоном. Энергия Марса. Вам знакома эта энергия? Огненная энергия Марса. Конфликтует с Плутоном. Медленный, взрослый, достойный, спокойный, неповоротливый Плутон. А Марс его хочет расшевелить, вызвать его на конфликт. Конечно, сталкивается с такой силой, которую ты не пробьешь, но конфликт вырисовывается. Это, если перенести сюда на земную рутинную жизнь, о чем это говорит? Витает в воздухе конфликтность. Витает в воздухе какое-то что-то где-то с кем-то зацепиться, о чем-то не согласен, какие-то разногласия, ссоры, споры, разговоры. Вот о чем этот аспект. Вот и смотрите, львы. Если этот аспект можно обойти, можно уйти от этого конфликта, то, безусловно,
вы его обойдите. Обладая знаниями, понимая, это всего 2 дня, вот такая вот агрессивность, конфликтность. Это прям Марс здесь агрессирует. Марс, моська лает на слона. Ну что ты, с кем ты хочешь, с Плутоном, это неравнозначный тебе партнер, но тем не менее. И так вот точно в жизни. Вам необходимо доказывать то, что для вас ясно и понятно, в чем вы 100% ориентируетесь, доказывать тому, кто ничего не знает и не понимает, а вам необходимо доказывать. То есть нужно опуститься на этот уровень, тот, кто это не понимает, не знает, и на этом уровне с ним разговаривать. Поэтому посмотрите, оно стоит ли этого. Если этот конфликт состоит, с вашим ребенком, конечно, с кем связываться со своим ребенком. Вы видите, что это заходит в тупик. Ребенок злится, ребенок агрессирует, не хочет это вас услышать. Отпустите этот конфликт, обойдите его, вернетесь к нему еще раз поговорите, пройдет этот аспект, благоприятнее наступит, начнете тогда разбираться, но не в эту острую фазу. Или на работе. Вы чувствуете, что по работе вот у вас какая-то сложилась ситуация, что вам очень неприятно тоже. Если вы готовы оставить эту работу, если у вас есть другая альтернатива, то вы смело можете заявлять об этом. Если вы чувствуете, что вы еще не готовы, тоже каким-то образом уступите, каким-то образом обойдите этот конфликт. Точно так же и с вашими близкими людьми, любимыми вашими людьми. Если чувствуете, что-то назревает, но вы не готовы разорвать отношения, вы не готовы поднять этот острый вопрос, тоже обойдите его. Будет еще время для того, чтобы с этим разобраться, но не в эту пиковую фазу. Дальше смотрим. А дальше новолуние. Новолуние 10 числа будет в Близнецах. И также 10 числа будет кольцевое солнечное затмение. Такой мощный выброс энергии. Настолько энергия появится, вас просто будет распирать. Очень хорошо строить планы, очень хорошо мечтать. Вы не витаете в облаках. И все ваши планы, которые вы строите, они у вас не просто строятся, они у вас воплощаются. Поэтому разложить все на листке бумаги, записать в себе все. Потому что кольцевое солнечное затмение закладывается на следующие 18 лет. И здесь вы можете смело строить планы на следующие 18 лет, но чтобы они у вас были перед глазами. Прям вот какую-то себе карту из своих мечт и желаний, и вы себе можете написать и ей следовать. А если вы написали, если вы хотите, вы к своей цели идете, и вы к ней доходите. Время у каждого свое время возьмет, много времени возьмет, но вы постепенно доходите, у вас постепенно все получается, все, что вы наметили. Поэтому настолько здесь будет мощная, сильная энергия, которую вы можете себе спрогнозировать, которую вы можете себе составить прям хороший развернутый план или карту своих мечт и желаний. Они у вас обязательно осуществлятся. Мощная сила в этом есть. А 11 числа теперь поговорим про Марс. Марс делает транзит к вам. Заходит с 11 числа к вам, к львам. Хорошо здесь Марсу. Огонь, огонь. У вас настолько вы почувствуете почву под ногами, уверенность в себе почувствуете. Заходит к вам, конечно, когда делает транзит, любая планета делает транзит в какой-то знак, она сразу оказывается в первом секторе. То есть вы почувствуете марсовскую энергию. Это внешне интересными становитесь, преобразовываетесь. Сила похудеть, если хотите, великолепно вам Марс даст эту чудесную возможность. Потому что Марс это сжигает энергию. В спортзал хотите ходить заниматься, в джим идите заниматься. Вы сброс хороший сделаете. Здесь и энергия будет, и энергия, которая воплощается, она
переходит, с такой силой переходит к вам Марс, вы можете все абсолютно делать со своей внешностью. Вы можете интересно изменить какую-то свою себе прическу, вы можете сделать изменения, ну кто-то, может быть, кто-то хочет сделать татуировку какую-то себе, тоже здесь на этом аспекте, она будет и аккуратная, и красивая, и не настолько болезненная будет здесь проходить, потому что выброс энергии сильный, такой защитной энергии. Если вы боретесь с какой-то болезнью, может болезнь это отступить от вас. Это заболевание, которое подкралось, или вы с ним боролись, тоже на этот аспект, очень сильный аспект. Марсу здесь очень хорошо. Марс, огонь с огнем. Вы даете силу Марсу, Марс дает силу вам. Вот такой замечательный транзит Марса. 22 числа Меркурий пойдет в прямое движение. Вы почувствуете это сразу, энергия поменяется. Информацию, которую вы будете получать, она будет настолько сразу из первых уст, из первоисточника, настолько будет конкретно, что вам не нужно будет никакой делать ресерч, чтобы что-то искать, добавлять дополнительную информацию откуда-то. Вы сразу получите то, что вам необходимо, то, что вам надо. 24 числа будет полнолуние. Полнолуние будет в Козероге. И это подводите итог. Подводите итог, кстати, по своей, все, что связано со своей работой и со своим здоровьем. По работе подведете итог. Здесь вы сделаете, черту подведете. Вот если вас что-то не устраивает, вы сделаете определенный свой вывод. То есть, если вы заканчиваете какую-то учебу, вы тоже здесь сделаете выводы. Вы получаете определенные бумаги, с которыми вы разбираетесь, которые вы посылаете дальше, для того, чтобы подняться на свой определенный уровень. На этом полнолунии вы можете заявить о своей надбавке себе к зарплате. Вы можете про это говорить. Ну и вот 27 числа, конечно, долгожданное тоже будет событие, которое для вас значимое. То есть Венера находилась до 27 числа, будет находиться в Раке, а с 27 числа Венера заходит к вам. И здесь же будет находиться Марс. Конечно, безусловно, две эти энергии находятся у вас. Это... ждите новое знакомство. Те, кто в поиске, те, кто еще не в паре. Очень случайно, совершенно случайно. Вот где-то в джиме занимаетесь, и вы вроде, и вид у вас не очень, вы спортом заняты, вы увлечены собой, а вы можете встретить здесь своего человека. Это вождение, где-то вы ведете машину, водите машину, или, может быть, на курсы ходите вождения, тоже может случиться такая встреча. Встреча просто в воздухе летает, встреча к концу месяца. Все, кто еще не в паре, этот аспект может очень хорошо отразиться на вас для того, чтобы встретить своего человека. А также, смотрите, это появление, это, конечно, эстетически. Хочется гардероб поменять, хочется себя как-то преобразовать. Вообще много изменений на вас, на самих отразится. Вы сами себе. Вы, если начнете делать, вот Марс к вам заходит 11 числа, вот с 11 числа до 27, если вы будете делать диету, вы можете очень хорошо килограммы скинуть. Этот аспект прям подействует, то есть в 27 числа, когда Венера к вам зайдет, вы будете чувствовать, мне надо менять гардероб, потому что я потеряла 3-4 килограмма, и вам это сделается очень легко. То есть вот вы почувствуете, что вы немножко как-то все по-другому работает, вот физическое тело по-другому работает. Вот такой для вас месяц. Я думаю, что месяц, где собираются события. Вот много каких-то разных событий, и они собираются, и гармоничные аспекты есть, и в то же время есть вот эта вот немножко завышенная конфликтность Марса с Плутоном. Она заявит о себе, она скажет о себе. Два таких транзита к вам. И Марс заходит к вам, какая в хорошем смысле идет нагрузка. И Марс заходит к вам, и Венера заходит к вам. Вы почувствуете вот эти вот изменения, почувствуете, как событие за событием появляется в вашей жизни. Что, мои хорошие, бесконечно вас уважаю. И могу вам сказать, что львы,
дадут фору любому знаку. Когда-нибудь я до вас доберусь. Вот так же подробно, когда мы взаимно будем готовы. Вы очень сильный знак. Солнце, вы первый, не знак, первое светило, которое всегда рассматриваешь, ты рассматриваешь Солнце. Все начинается с Солнца. Этот гороскоп начинается с Солнца. Поэтому, конечно, вы наисильнейший знак. И вы заслуживаете большого внимания, когда будем вместе готовы. Но мне есть что вам поподробнее и поглубже о вашем знаке рассказать. Ну что, мои хорошие, бесконечно вас уважаю. Спасибо за поддержку, спасибо за лайки. Люблю вас и до следующих встреч.